Ви порадите з препаратів ТФ при захворюванні аутоімунний тиреоїдит та вузловий ЗОП, як наслідок лікування тирозолом. Ні, ви ошибаєтесь. ТТГ менше 0,05, лікуюсь понад 10 років, пробують операцію про видалення щитовидної залізи, так як не можна провести в норму гормони. Дякую за відповідь. Дело в том, что я не считаю, что использование тирозола привело к тому, что у вас появился аутоиммунный тиреоидит. И почему? Дело в том, что аутоиммунный тиреоидит является следствием аутоиммунных процессов, которые протекают в нашем организме. Это может быть ревматоидные заболевания, это могут быть инфекции, стрептококк или стафилококк. Сегодня о них поговорим тоже. Вот такие, даже это может быть следствием появления или перенесенного заболевания, аутоиммунного, вирусного заболевания, инфекционного заболевания. То есть все вот эти заболевания, они могут снизить иммунитет, и в дальнейшем щитовидная железа может быть поражена. Чем нужно лечить? Здесь подсказка находится в словах аутоиммунный. Что это обозначает? Это говорит о иммунном дефиците. Каким образом восстанавливать иммунный дефицит? Конечно же, поддержать иммунный дефицит, это значит в дальнейшем справиться с аутоиммунными заболеваниями. То есть вам сейчас поддерживает только щитовидную железу, а иммунный дефицит никто ничем не поддерживает. Иммунный дефицит необходимо поддерживать препаратами для иммунитета. Первый препарат для иммунитета Instamax, второй препарат Embryo Plus и третий препарат Demilon. В чем особенность данных препаратов? Итак, препарат Embryo Plus. Препарат Embryo Plus — это моя разработка. В свое время я изучал или занимался исследованием и анализом эмбрионов куриного яйца, из которых создавался определенный экстракт и выделялись стволовые клетки эмбриона куриного яйца. Первые создавались из самого эмбриона, то есть вылупившийся эмбрион, вернее не вылупившийся за какое-то количество часов эмбрион использовался в ходе изготовления препарата, и из него получился препарат. Этот препарат называется Embryo Plus. Его особенность заключается в том, что он очень эффективно воздействует на иммунитет человека, восстанавливая иммунитет. Большинство заболеваний аутоиммунных, они как раз и связаны с тем, что у человека снижается иммунитет. Какие это аутоиммунные заболевания? Ну вот смотрите, это могут быть аутоиммунный тиреоидит, это может быть сахарный диабет первого типа, это может быть васкулит, ревматоидный артрит, полиартрит, ревматизм, красная волчанка, их достаточно много. Это хроническая ангина, хронический бронхит, пиелонефрит, то есть это все своего рода аутоиммунные заболевания, гепатит. Такие заболевания, конечно, можно тут со мной спорить, но знаете, есть разные теории, и многие из них подтверждены и так далее. Ну что ж, все-таки вернемся. Был создан препарат Embryo Plus из стволовых клеток, который очень существенно улучшает иммунитет человека. Я исследовал данный препарат. И есть две теории. Первая теория — это выделение аутоиммунных клеток, вернее стволовых клеток из эмбриона яйца позднего срока. И есть второе — выделение из оплодотворенного яйца в раннем периоде. Вот один препарат, который был создан из оплодотворенного яйца в раннем периоде, имеет высокое количество лизоцима и трансферфакторов. Трансферфакторы — это вещества, которые являются прекурсором для улучшения иммунитета, для появления иммунных клеток, таких как эзофагиты, и так далее, лейкоциты и нейтрофилы и так далее. То есть этот препарат был создан из молодых яиц, и называется он у нас Instamax. Я рекомендую его, является уникальным препаратом, так как в раннем периоде может быть препаратом, который может остановить появление вирусного заболевания. То есть
Только начали болеть, начинайте принимать Инстамакс. При аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, применение Инстамакса показывает свою такую большую результативность. И даже при вирусном заболевании стрептокока, допустим, которые могут приводить к хроническому заболеванию или рожистому воспалению, применение препарата Инстамакс совместно с препаратом Эмбрио Плюс могут показывать просто великолепные, уникальные сверхрезультаты. Именно поэтому эти два препарата я рекомендую. И препарат Демилон. Препарат Демилон — это экстракт, который делается из медведки или капустянки, с испокон века используется при лечении туберкулеза, но на самом деле не столько воздействуя на само заболевание, сколько улучшая иммунитет, так как современная медицина выделила в самой медведке определенные вещества, которые могут способствовать улучшению иммунитета у человека и бороться с иммунным дефицитом. Таким образом, использование трех препаратов Инстамакс, Эмбрио Плюс и Демилон я рекомендую использовать при любом иммунном дефиците, которые в дальнейшем и приводят к таким заболеваниям, как в том числе аутоиммунный тиреоидит. Таким образом, используйте три препарата Инстамакс, Эмбрио Плюс и Демилон по одной таблетке 2 раза в день. Ну и для того, чтобы убрать узловой зоб и улучшить общее состояние щитовидной железы, используйте мой препарат Теротозин по 2 таблетки 3 раза в день. 2 месяца использования данного препарата удивят вас. Вы будете заметно лучше себя чувствовать. Улучшение произойдет на всех абсолютно параметрах. И вы увидите, насколько улучшится состояние и щитовидной железы, и показателей ТТГ, ТТПО и так далее. Будете, правда, очень приятно удивлены. Принимайте, рекомендую.